Позиционный 8.35. Хуєствольно. Ще й близько. Штаб сектора 3 останніх дня в той кімнаті, де я сидів, на НП, стояло не менше 10 рацій. Прямий зв'язок з усіма, починається штаб сектора. Штаб сектора 3 останніх дня взагалі не було чути навіть в ефірі. Він самоустранився від командування і все. Відходили завдяки, є такий чоловік, це я гордюсь тим, що я його знаю, я позивний «Зелений», який організував з самого початку, він організував контрбатарейну боротьбу ще з осені, зима. Контрбатарейна боротьба дуже ефектна, яка задавила практично всю артилерію їхню. І коли вже ми прийшли січень-лютий, також його заслуга те, що ми тягалися з їхньої артилерії, його заслуга те, що коли відходили наші війська, артилерія наша з великої землі, так називаємо великої землі, прикривала нас, урагана була на повну потужність. Воєнна частина 4021 на лінії. Пробачте, хлопці. А може трохи позже, а? Алло. Алло. Привіт. Привіт. Алло. Нормально. А хто це? Это Вилинский. Эдик, брат, блин, прости, ай. Эдик, я в кино снимаюсь сейчас, брат. Давай, позвони. Бой был, когда на Новогригорьевку уже бои начались, на Новогригорьевку спецназ проходил, прорывался где-то с танками, танка арта отбила, а спецназ посреди пола разорванно лежал, я его упор видел так 2 километра, смотрел это все в бинокль. Как их это самое, это именно действительно был спецназ, их арта кроет, они даже не паникуют. Они рассредоточились по полю, по одной команде поднимаются, бегут, раненых тянут. Их снова арта накрывают, они снова падают, снова поднимаются, снова бегут. Потом уже, когда им понимают, что назад не получается уходить, они пошли снова назад в Новогригорьевку. Сымитировали бой между собой, из-за чего наши прекратили огонь, предполагая, что это наша разведгруппа воюет с их разведгруппой. Они тихо, мирно ушли в этот самый... Зеленого доложил, он говорит, уйдут ночью. А они ночью не ушли. К ним пришло подкрепление, вывезло раненых, подвезли БК. Они расставили посты, начали рассачиваться. Это все заметно в тепловизор. Расстояние всего там около 2 километров, меньше даже. И все, он уже спал, когда я разбудил и рассказал, говорю, уходить не собирается. Наоборот, рассредоточиться. Он встал, карту посмотрел и говорит, что это начало большой жопы. Если сейчас их не выбить, они получают оперативный простор, прорываются дальше в сторону Логвинова, опять же с этой стороны, и окружает нас. И он в 2 часа ночи уезжает в штаб сектора, будет командующий штаба сектором, докладываем эту ситуацию. Тот говорит, я доложу Генштаб, ну, фиг я знает. Доложил, не доложил. В 9 часов утра в Логвиново вошли их танки. И все. Вот так получилось. Выходили организованно люди, все это было организовано, тяжко, да, с боем уже все перекрыто было. Конвой, в котором я выходил, это был последний конвой, который выходил. Шли 2 БТРа, бензовоз, 5 машин, раненые, личный состав. Первый конвой, когда шел по этому маршруту, единственная дорога была, по которой можно еще более-менее прорваться, уже она простреливалась. Первый просто постреляли. Назад возвращались, подбили 2 машины. Когда мы первый раз поехали, попали в засаду, вернулись, через сутки в ночь поехали и уже попали в такую заваруху. Беттер и машина первые пропустили они, расстреляли их, потом впереди с РПГ, а все остальные машины БТР, которые шли колонной, мы поподрывали на управляемых фугасах. Мой Урал шел последним, я в кузове сидел с пулеметом, отстреливался. Когда это сам рванул, УАЗ просто перевернулся на бок, повыпадали все. С боем тихонько народ начал в стороны пытаться разбежаться, они опутали все обочины растяжками, поподрывали на растяжках люди. Вот так худо-бедно отбились. Взял зажигалку, у меня с фонариком была такая, пошел посветил посчитать 200-х. В БТРе, на дороге, в посадке, 5 200-х сразу. И больше 20 раненых. Один Урал завели, который просто, такой радиатор пробит был целый, там 4 километра позиций было. Раненых всех туда погрузили. И по дороге, по этой, которые приехали, отправили назад к нашим позициям. А кто мог ходить ногами, я там немного дороги знал, повел пешком назад.
Урал тот, который поехал, снова подорвался. И судя по тому, что я знаю, а знаю это я из видео, которое было на «Украинской правде», парень с 27-й бригады выступал, который, да, это рассказывает, да, он ехал, говорит, ехал в этой машине, в конвое, подорвались, разведчики нашли машину, отправили назад, мы снова подорвались. И вот с его слов все остальные, кто погиб сразу, кто замерз потом, а выжил он один. Вот такие вот потери. Это получается 5 двухсотых было сразу, и человека 23-22 в кузове. То есть чуть-чуть больше, чем Петр Алексеевич говорит, погибло сразу. Всего, вернее. Дебальцево можно и нужно было держать. Это просто шикарный плацдарм для наступления на Горловку. Там мог быть Горловский, и не то, что мог, просто обязан был быть Горловский котел, а не Дебальцевский, да и все. Ну, я не знаю, на эти вопросы задавать надо. Должны задавать компетентные люди определенным людям, вот так вот. Потому что я не считаю, что это было зря, что там погибли люди зря. Это не зря все. Я уверен просто, что не зря. И если бы это так было, опять бы так же. Мы лучше воины, чем они. Даже с этими вот машинами, техникой и автоматом. У меня пулемет 69-го года, пистолет 64-го года, автомат 70-го года. Даже с этим оружием мы воюем лучше, чем они. У нас потери дебальцевские, по моих оценках, около 400, потолок 500 человек. Ихние где-то 2900. То есть 1 к 7 как минимум есть. И это точно, это без хвастовства. То есть мы их бьем. И, как говорит Зеленый, еще одна такая победа, как в Дебальцево, и за них воевать будут только добровольцы Сомали. Все, там русские скоро должны кончиться. Так что... А что будет дальше? Будет 100% будет. Эта история как дежавю уже повторяется. Это все проходил осенью. Перемирие, мы отводим, они подводят. 100% будет где-то. Не знаю, может Мариуполь. Но будет. Президент у нас хороший. Только он... Может, как дипломат он хороший. А как гарант... Сомневаюсь. Иван Васильевич меняет профессию. Помните, ты что же, говорит, самозванец, казенные земли разбазариваешь? Точно так самое это. За Крым уже никто не вспоминает. Петр Алексеевич, Крым наш, а не ихний. Так что...